Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы будем смотреть на новинку от компании StrikeArt, а именно на страйкбольную гранату, которая является репликой М67. Чтобы вы понимали всю суть новинки, придется начать с небольшой предыстории. Несколько лет назад на рынке появилась страйкбольная граната TAC-67 от компании Tagin. Это была одна из первых полимерных гранат с активной скобой, которая копировала популярную, реально существующую ручную осколочную гранату. Благодаря активной скобе, антуражному виду сработки, приближенной к 100%, и большому разлету осколков, TAC-67 очень быстро стала хитом на рынке и, по сути, почти не имела конкурентов в своем сегменте. Каждый уважающий себя оператор темной стороны так или иначе должен был иметь пару таких гранат в своем снаряжении. И вот, в 2020 году компания StrikeArt выпускает прямого конкурента — свою версию гранаты М67. Что это за зверь, мы будем подробно разбираться в этом видео. Ну и разумеется, нам придется ее сравнить с TAC-67, потому как игнорировать этот момент и рассматривать М67 от StrikeArt просто как сферическую гранату в страйкболе будет просто некорректно. Корпус М67 от StrikeArt выполнен из литого пластика. В сравнении с фото боевой гранаты М67 видно, что StrikeArt постарались максимально точно воспроизвести форму корпуса и запала гранаты. Верхняя часть корпуса имеет четкое цилиндрическое сужение с резьбой для запала. Сам запал и скоба очень похожи на оригинал. Тут даже есть дополнительное второе отверстие для предохранителя. У TAC-67 цилиндрическая часть с креплением запала заметно шире, и сам запал имеет более простую форму и детализацию. Дополнительного отверстия для предохранителя, например, тут нет. Однако стоит отметить, что у М67 от StrikeArt корпус гладкий и глянцевый, а TAC-67 матовый и больше похож на литой тяжелый металл. В руках она ощущается заметно более ухватистой и шершавой, в то время как М67 от StrikeArt гладкая и более скользкая. У TAC-67, как и у оригинала, имеются маркировки на корпусе, выполнены желтым цветом. Текст маркировок тут, конечно, не соответствует оригиналу, но все равно выглядит очень антуражно, особенно когда он немного сотрется от ношения в подсумке. На гранате от StrikeArt никаких маркировок нет. По общим габаритам корпуса обе гранаты очень похожи, отличия можно найти только с штангель-циркулем. Они одинаково хорошо помещаются в штатные американские подсумки для гранат М67 и даже в пластиковый держатель для гранат от S&S Precision, а точнее в его реплику от TMC. За эту информацию спасибо мужчинам из команды X-Team, которые купили реплику такого держателя и проверили. Так как обе гранаты с точки зрения антуража имеют свои плюсы и минусы, мы решили переложить ответственность за решение, какая граната антуражнее, на вас. И сделали опрос в нашей группе ВКонтакте. Результаты опроса вы видите сами, и не страшно, если ваше мнение будет отличаться от мнения большинства. М67 от StrikeArt выпускается с наполнителем из шаров или гороха и пироэлементом, эквивалентным по мощности 4-му или 6-му Корсару. Суммарно получается 4 варианта исполнения. Корсар 4 горох, Корсар 6 горох, Корсар 4 шары и Корсар 6 шары. Вес гранат составляет 130 грамм для варианта Корсар 6 горох, 136 грамм для варианта Корсар 4 горох и 158 и 159 грамм для вариантов Корсар 4 и Корсар 6 с шарами. TAC-67 для примера весит 120 грамм, что на четверть меньше, чем эквивалентная М67 от StrikeArt с шарами. В теории более тяжелую гранату можно закинуть дальше и точнее, чем более легкую, и она будет лучше пробивать кусты. Но на практике все зависит от конкретного бросающего и конкретных условий. М67 от StrikeArt выполнена в литом пластиковом корпусе с наполнителем в виде шаров или гороха. И у нее есть так называемый эффект погремушки. Да, он не такой громкий, ярко выраженный, как у других подобных гранат с таким корпусом, но он все-таки есть. TAC-67 выполнена методом литья из вспененного полимера, и греметь тут попросту нечему. Нужна ли вам бесшумность, решать вам, но в этом моменте побеждает TAC-67.
Разлет поражающих элементов у М67 от StrayCart очень и очень хороший. Даже с 30 метров до меня долетали шары или горох. И по ощущениям разлет тут примерно такой же, как у ТАК-67. Время задержки перед взрывом у М67 от StrayCart составляет около 3,5 секунд. Это примерно столько же, сколько у ТАК-67. В свое время ТАК-67 зашла большому количеству игроков, в том числе и за почти 100% сработки. За 5 лет, что я пользовался такими гранатами, если честно, я не помню ни одного случая, чтобы у меня такая граната не сработала. При этом я помню только 2 случая, когда такие гранаты не срабатывали у моих сокомандников. Как с надежностью у М67 от StrayCart, по-честному, пока судить рано. Но из 25 брошенных мною гранат несработок пока не было. Но для статистики это пока мало. Но абсолютно точно в случае каких-либо проблем StrayCart будут работать над повышением сработки. Даже на примере егерей. Если в первой партии было достаточно много брака, то в последующем процент сработки составлял 98 или 99%. В любом случае и тот, и другой производитель, и магазины, которые официально с ними работают, без вопросов готовы менять несработки. В плане влагозащищенности у М67 от StrayCart проблем быть не должно. Корпус литой пластиковый. Проклеен стык корпуса и запала. Отверстия в самом запале отсутствуют. В подсумке с клапаном граната точно без проблем переживет любой дождь и даже кратковременное погружение в воду. У ТАК-67 та же самая история, и можно сказать, что обе гранаты обладают схожей влагозащитой. У гранаты от Tagin на запале есть небольшой крючок для фиксации кольца. Перед применением его нужно освободить и только потом дергать. Это работает как предохранитель от случайной инициации гранаты. С этой же целью металл-чеки достаточно толстый, и перед тем, как ее выдернуть, лучше сначала пальцами свести усики. У М67 от StrayCart кольцо никак не фиксируется на запале, как на боевой гранате. Металл-чеки более тонкие, и она выдергивается с меньшим усилием. Получается, что гранату от StrayCart проще и быстрее инициировать, при этом граната от Tagin обладает дополнительной защитой от случайного срабатывания. Кстати, в процессе использования гранат от StrayCart я обнаружил один интересный нюанс. Бывает, что скоба немного залипает и отлетает не после того, как вы извлекли кольцо и отпустили скобу, а после небольшого удара гранаты о землю. И если вы сильно аккуратно бросите гранату, то скоба может вообще не отлететь и граната превратится в ловушку. В зависимости от версии, М67 от StrayCart стоит от 190 рублей до 230 рублей. При этом версия с шарами на пироэлементе Corsair 4 стоит 210 рублей. Розничная цена ТАК-67 составляет 250 рублей. И если сравнивать ТАК-67 с максимально похожей на нее М67 с Corsair 4 и шарами, то версия от StrayCart на 40 рублей дешевле. Если брать цену за десяток гранат, экономия составит 400 рублей. То есть за примерно одни и те же деньги можно купить или 12 М67 от StrayCart, или 10 ТАК-67. Кстати, М67 от StrayCart это первая активная скоба с пироэлементом, эквивалентным 6-му Корсару. Многим любителям погромче это может прийтись по вкусу. Если взвесить все за и против, то обе гранаты имеют как свои плюсы, так и свои минусы. Нельзя объективно сказать, что какая-то из этих двух гранат однозначно лучше или однозначно хуже. Более того, большинство различий находится не на уровне каких-то критичных технических особенностей, а на уровне вкусовщины и нюансов. И это хорошо, потому как оба производителя предлагают нам качественный и достойный продукт. Какая версия гранаты лучше конкретно для вас, решать вам. Мы даем информацию, вы принимаете решение. Приобрести эти гранаты можно во всех страйкбольных магазинах и магазинах сертифицированной страйкбольной пиротехники. Несколько ссылок я оставил в описании. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях. Не забывайте ставить ваш уверенный палец вверх, подписываться на канал. До скорого!